Это будет очень вкусный фасолевый суп. Чтобы сварить его быстро, я заранее замочила фасоль на всю ночь. В сухом виде я взяла 400 граммов фасоли. Все ингредиенты беру из расчета на 3-литровую кастрюлю. Фасоль заливаю холодной водой и отправляю на плиту вариться. Когда фасолевый суп закипает, образуется пена. Мы ее просто собираем, удаляем. Дальше варим суп на небольшом огне, чтобы он не бурлил, а только потихоньку булькал. Пока фасоль варится, я беру одну морковь и натираю ее на некрупной терке. Затем одну луковицу я нарезаю мелко. Также нам нужно измельчить 3 зубчика чеснока. Чеснок, как и предыдущие продукты, нарезаем мелко. Это очень интересный суп. Он готовится, как видите, без мяса. В общем-то, он постный. Но благодаря большому количеству фасоли он получается очень сытным. Этот суп богат белком и очень полезен для здоровья. Также в греческий суп добавляются стебли сельдерея. Я беру 3 стебелька и нарезаю их, как и предыдущие ингредиенты, мелко. Затем я хорошо разогреваю сковороду, наливаю на глаз 3 столовых ложки растительного масла для жарки. По рецепту лучше всего использовать оливковое масло. Все предварительно измельченные овощи высыпаем на сковороду. Нежно пассируем овощи, помешивая. Делаем это недолго, просто чтобы они обмякли и чтобы появился характерный, очень аппетитный аромат. На это уходит каких-то 3 минуты. Дальше добавляю сюда щепотку черного молотого перца. Пусть раскроет свой аромат на горячей сковороде. 350 мл томатного пюре я также выливаю на сковороду. Вместо пюре можно использовать перетертые помидоры. И снова 1-2 минуты пассирую эти ингредиенты вместе. Пахнет эта композиция просто восхитительно. Очень-очень аппетитно. Ароматную красоту из сковороды перекладываем в кипящий суп. Теперь супчик посолим по вкусу и добавим приправы. Немного острого красного перца, 1 чайную ложку сухого орегано. У нас, кстати, орегано раньше называли душица. А также положим 1 лавровый лист. Суп оставляем кипеть еще несколько минут до готовности фасоли. На стеблях сельдерея у меня были вот такие листочки. Я их сейчас измельчу и буду использовать при подаче блюда. Я надеюсь, что этот вкуснейший суп порадует вас и разнообразит ваше меню. Ведь он не похож по вкусу на другие супы, готовится при этом быстро, просто и экономно. Готовьте на здоровье, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео. Пишите ваше мнение в комментариях. Как всегда, желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
И как всегда, жду с вами встречи в следующем вкусном видео. Сегодня мы приготовим очень вкусный и очень быстрый суп. Луковицу надрезаю накрест, чтобы она лучше отдавала свои соки, и помещаю в кастрюлю. Также буду использовать кусочек корня сельдерея. Сельдерей придает особенный вкус и аромат супу. Все ингредиенты беру из расчета на 3-литровую кастрюлю. Заливаю водой и ставлю закипать. Дальше я возьму одну луковицу и натру на мелкой, либо на средней терке. Кроме того, что этот суп будет вкусный и быстрый, он будет еще и полезный для здоровья. Можно сказать, диетический. Натертому луку положим фарш из любого вида мяса, которое вы предпочитаете. Вес фарша 400 граммов. Добавим приправы. Большую щепотку черного молотого перца, пол чайной ложки сухого чеснока или измельчите 1 зубчик свежего. 1 чайную ложку сухого укропа. С ним фрикадельки будут особенно вкусными. Соль по вкусу я кладу пол чайной ложки. А теперь все хорошенько перемешаем до однородности. Этот фарш получается очень ароматным и очень сочным. Аппетитно пахнет даже в сыром виде. Перемешали до однородности. Немного отобьем. И налепим фрикаделек. Небольшие мясные шарики. Ну вот, готово. Фрикадельки опускаем в кипящую воду. Кстати, благодаря сельдерею аромат невероятный. Вместе с фрикадельками я кладу в суп приправы. 1 лавровый лист и 3 душистых перца горошком. Суп продолжаем варить на небольшом огне после закипания. Дальше я нарежу картофель. У меня он мелкий, поэтому беру целых 5 штук. Для тех, кто любит точность, здесь почти 450 граммов. Картошку нарезаю небольшими кубиками. Картофель высыпаем в суп. 1 морковь среднего размера натру на терке. Для тех, кто любит точность, с момента закипания фрикаделек прошло 10 минут. На этом этапе я добавляю морковь. Прошло пару минут. И теперь я добавляю в суп 1 пачку замороженного зеленого горошка. 400 граммов. А вот луковицу и кусочек сельдерея уже можно вытащить. У меня их никто не ест в отварном виде, а я их люблю просто так, просто отварными. На этом этапе суп посолим по вкусу. И будем варить еще 5 минут. Перед тем, как выключить суп, я обычно добавляю зелень. Сегодня я использую укроп. Он сюда прекрасно подходит. Супчик получается очень вкусным, ароматным и сытным. Готовьте на здоровье, а также не забудьте подписаться на канал. А также нажимайте колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть и другие простые и интересные рецепты. Спасибо за ваш лайк под видео, а также за ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. И как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.